Главная трасса на Крым перерезана, пути больше нет. Оккупационные власти вынуждены идти на крайние меры и признать бессилие, пока дроны продолжают разносить НПЗ один за другим. Призыв закончить войну звучит из столицы. Объявлена срочная эвакуация из-за россиян. Проблема космического масштаба, ситуация критическая. Дорога на Петербург перекрыта, людей просят не выходить из домов, интернет отключен. Лукашенко внезапно пошел против Путина и заявил о готовности защитить Украину. Резкий разворот. В Кремле не ожидали такого удара в спину. Один из ближайших союзников обвинил Киев. Громкий скандал между партнерами. Это и многое другое к вечеру субботы, 6 июня. Субботний вечер снег – это правильный способ завершить день. Главные новости прямо сейчас. Я Степан Путила. Поехали. Путин отказался от мира и сразу получил в ответ. Минувшей ночью Украина нанесла, пожалуй, одну из самых дальнобойных серий ударов за всю войну, дотянувшись до объектов в тысячах километров от своих границ. Просто пиздец. Главная цель — Кронштадт под Петербургом, символ и сердце Балтийского флота. Зеленский лично подтвердил: дроны сил спецопераций совместно с СБУ и ГУР ударили по военно-морской базе, преодолев около 1000 километров на территории возгорания. Сам Кронштадт закрыли на въезд и выезд, а губернатор Петербурга Беглов призвал горожан не выходить на улицу. Под удар в Ленинградской области попали арсенал ВМФ в Большой Ижоре, где, по словам очевидцев, детонировал склад боеприпасов, и НИИ морской теплотехники в Ломоносове, ключевое предприятие по разработке подводного оружия. Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние 3 пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой. А в Ленинградской области РФ даже объявляли частичную эвакуацию населения. Но Кронштадтом дело не ограничилось. Огненная география дня растянулась на всю страну. В Усть-Лабинске Краснодарского края загорелась крупная нефтебаза «Полтавская». Пожар на 5000 квадратных метров. Один из главных топливных узлов Кубани. Бензина, короче говоря, не будет. Это вообще, Катя, полный пиздец. В Тюмени вспыхнул Антипинский НПЗ, один из крупнейших частных нефтезаводов России. Власти по традиции все списали на нарушение технологического процесса. Досталось и оккупированному Мариуполю, там горел морской порт сразу в нескольких местах. Зеленский сформулировал смысл минувшей ночи коротко и хлестко. Эту войну пора заканчивать, но российское руководство хочет воевать. Любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ. Он назвал удары украинскими санкциями за агрессию. Москва тем временем отчиталась о 376 сбитых за ночь дронах, а сколько не сбило, по обыкновению умолчала. И финальный штрих в картине. В Кронштадте досрочно свернули праздничный фестиваль «Паруса Кронштадта». Отчего? А что случилось? Главная дорога в Крым перерезана фактически. И перерезали ее не танками, а дронами. Сегодня с 4 утра власти оккупированной Луганщины запретили любые пассажирские перевозки по трассе Р-280 Новороссия, той самой, что связывает Россию через захваченные территории с Крымом. Под запрет попали участки трассы Р-150 и организованная перевозка детей по всей области, а следом встали и пригородные поезда. Отменено движение сразу на нескольких направлениях вокруг Луганска. Причина, которую называют сами власти, говорит сама за себя. Участившиеся атаки украинских дронов. По сути, это публичное признание: обеспечить безопасность на ключевых дорогах в тылу они уже не могут. И это не разовая мера, а целая система. Украинские дроны средней дальности все чаще достают далеко за линией фронта и бьют по движущимся законным целям, автобусам, фурам, поездам. Пиздец. Бах нахуй. Ебать его рот. То есть сухопутный мост в Крым, которым Москва так гордилась, теперь работает с оглядкой на небо. Логистика воюющей страны держится на дороге, по которой страшно пустить даже рейсовый автобус. К слову, в самом Крыму уже и без того коллапс, катастрофа. О ней мы расскажем в следующем выпуске. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Лукашенко внезапно пошел против Путина. Резкий разворот. На открытии больницы в Гродно белорусский правитель выдал фразу, которую тут же растащили на цитаты. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину?
Мы что, хотим мясным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Звучит почти как бунт, но разворот этот сугубо словесный, и записывать Лукашенко в миротворцы пока рановато. В той же речи он спокойно напомнил, на чьей он стороне, и по привычке свалил все на Запад. Мы союзники России. Но несмотря на это, он сказал, если что, сможем вас защитить. Поэтому я хочу, чтобы поляки, литовцы, другие украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Кого и от кого защищать собрался, правда, непонятно. То ли остальных соседей от России, то ли Беларусь от остальных соседей. Но главное, пообещал рассказать, откуда на самом деле на Беларусь готовилось нападение, и слить всю правду про Путина. Не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали. Мы не были никакими соагрессорами. Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого. По сути, трюк давно знакомый. На словах беречь своих людей от окопов, на деле крепко держаться за Кремль. Хитрость, а не прозрение. Хотя одна правда в его словах есть. Белорусов в эту войну и впрямь очень не хочется отправлять. Жаль только, что у его старшего союзника такой же бережливости к россиянам почему-то не находится. Польша ссорится с Украиной, а ведь это один из ближайших союзников Киева. И ссора идет сразу на 3 уровнях – большом, историческом и почти анекдотическом. Сначала серьезном. В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений сил спецоперации ВСУ почетное имя Героев УПА. Для поляков тема крайне болезненная, связанная с волынской трагедией. Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, которая должна каким-то образом урегулировать этот совершенно ненужный конфликт, связанный с различными трактовками исторических событий. Жаль, потому что мы многое вложили в то, чтобы преодолеть демонов прошлого, добавил польский премьер. Президент Кароль Навроцкий пошел еще дальше, предложил лишить Зеленского высшей польской награды ордена Белого Орла. Это один из самых громких конфликтов Киева и Варшавы за всю войну. А теперь и немного абсурдная часть, которая бьет по отношениям не меньше. Поляков все сильнее раздражает поведение части приезжих, и депортации идут одна за другой. 57-летнего украинца выслали за то, что он выловил из Варшавского озера знаменитого сама, почти 2-метрового, под 40 килограммов, прожившего там лет 20 и слывшего местной легендой. Рыбу везли в багажнике без воды. Итог – 5 лет запрета на въезд в Шенген. Незадолго до этого такой же запрет получил украинский блогер, заехавший на спорткаре Корвет прямо к заповедному горному озеру Морское Око, куда машинам нельзя в принципе. Коротше, заїхати сюди машиною – це не дуже законна історія. А еще раньше, после концерта Макса Коржа в Варшаве, из страны выслали почти 6 десятков украинцев. За флаги ОУН УПА в Польше запрещенные и за неподобающее поведение. Каждая история по отдельности мелочь, но вместе они складываются в пазл. Польское общество помогает, но терпеть готово не все. За день до выборов в Армении из Москвы посыпались на редкость дипломатичные оценки. Замглавы Совбеза РФ прошелся по премьеру Пашиняну в выражениях, которые в эфире целиком и не процитируешь. Пашинян сам и теперь пытается выбить из игры всех своих соперников на выборах. Такие выборы, разумеется, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель не прощают такого. Поддержала линию и поддержанный представитель МИД РФ. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии, принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения», а также, возможно, партии «Процветающая Армения». Тут впору задать встречный вопрос. А как с демократическими процедурами в самой России? Много ли там на выборах кандидатов против курса правящей партии? Но есть нюанс, который ломает всю обличительную картинку. Армянский ЦИК как раз отказался снимать с гонки блок «Сильная Армения» олигарха Самвела Карапетяна, того самого, кого считают ставленником Москвы. То есть главного оппозиционного конкурента никто не вывел. Вывели из себя лишь Кремль. И, кстати, Мария Захарова уже активно изучает опыт нацистов после поражения в войне. Я на днях пересматривала выступления нацистов на Нюрнбергском трибунале, как они замечательно говорили, в кавычках замечательно, что они были не в курсе, что убивают людей в концлагерях, что они просто не знали. Готовится?
Внимание, объявлена эвакуация. К такому сигналу на минувшей неделе пришлось готовиться экипажу МКС. НАСА приказала астронавтам срочно перейти в пристыкованный SpaceX Crew Dragon, надеть скафандры и ждать команды на бегство из-за усилившейся утечки воздуха. А утечка, что характерно, не где-нибудь, а в российском сегменте, дряхлом модуле «Звезда», который сыпется трещинами еще с 2021 года. Теперь воздух уходит вдвое быстрее, около килограмма в сутки. Показательно и то, куда американцы при первой же опасности увели людей в свой корабль, готовы отстыковаться и уйти к земле. На российскую часть надежды все меньше. К счастью, обошлось, трещины кое-как залатали, тревогу сняли, и экипаж вернулся к работе. Но слово «эвакуация» на станции звучит все чаще. И неизменно из-за российского отсека, который давно пора латать капитально, а не герметаллом по случаю. Импортозамещение по-русски — это когда китайское выдают за родное, только дороже. Вот, например, уникальная инновация. Робот Uni3 G1 в кокошнике. Из российского в нем только кокошник. А гвоздь Петербургского форума — отечественное ведро с болтами под названием «Автомобиль Сенат 900». Машина почти один в один повторяет китайский Hongqi H9. Отличие, по сути, одно — ценник. В Китае такой стоит около 45-50 тысяч долларов, в России втрое дороже. Собирают эту российскую гордость, что символично, на бывшем заводе Toyota. А с невероятным заявлением на ПМЭФ выступили представители АвтоВАЗа, рассказывая о новой Lada Azimut. Видимо, перегрелись немного. Например, у нас есть, нигде в мире такого нет, ни в России, нигде в мире такого нет, обогрев даже боковых зеркал. Ну а рядом там целый зверинец. Роботы-футболисты, робопсы, андроид-танцоры, парочка роботов-встречников, балерина и джентльмен, эскортница, которые посылают гостям воздушные поцелуи и кокетливо сообщают, что ищут счастье. А еще робот-отоларинголог без рук и ног, говорящее дерево на основе ИИ, и робот, развозящий чак-чак. Но все роботы точно русские. Они не хотят общаться, если собеседник скрывает свой IP-адрес. А куда ты идешь, скажи? Чтобы пообщаться с роботом, пожалуйста, выключите VPN. Кстати, а чтобы скрыть свой IP-адрес, обязательно подключайте NextStep-VPN. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Ну а венчает все импортозамещение настоящего хай-тека iPhone 17 Pro в специальной версии PMEF 2026 с гербом России, видами Петербурга, кстати, а где столпы дыма на фоне, и ценником в 400 тысяч рублей за штуку. Тот самый случай, когда заменить импорт получилось только наклейкой. Главное, чтобы не отклеилось. До встречи уже утром!